Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Телец на канале Астро Инспирационе. Таро прогноз, что случится, что скоро произойдет в вашей жизни во второй половине апреля. Что для вас, возможно, будет внезапно, кто или что появится неожиданно, и что ждать с 10 по 20 апреля. Какие-то неожиданные контакты мы тоже с вами рассмотрим, которые, возможно, с учетом планетарных транзитов, и в основном это у нас как раз Уран, но это касается последней уже декады месяца. Но тем не менее, это как прелюдия вот этих перемен. Что-то может достигать как пика или какой-то кульминации. Именно то состояние, которое предшествует последующим переменам. И на картах, точнее, 78 дверей мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы, потоковая информация. Что случится, что произойдет. Пусть нам карты дадут ориентиры, с чем или с кем это будет связано. И на колоде Таро. Что вас удивит? Или кто вас удивит, мои дорогие? Как неожиданные, может быть, вот эти контакты, или конкретный человек, с которым вам придется, ну, может быть, или доведется выстраивать взаимоотношения. Следующая карта. К чему это все идет? И что будет меняться? Что скоро изменится? Посмотрим, что же будет дальше или ждать дальше в любви, в личной жизни, в взаимоотношениях. Что ждет вас в финансах, мои дорогие тельцы? И по части работы, достижений тоже. Чего ждать? Ну, возможно, что вас ждет. Итак, первый знак судьбы. На что обратить внимание? Аркан Император. Организация, адаптация. И вы подходите к тому планетарному транзиту, когда Уран переместится во второй дом гороскопа. И это, вы уже знаете, что такое Уран, мои дорогие. Много чего он изменил, а может быть и поломал в вашей жизни за предыдущие 7 лет. Но теперь какая-то перестройка именно финансовая. Она может быть связана с тем, что вы будете заключать новые договоры. Может быть, иногда эта карта будет как учреждение образования. Вы можете чему-то учиться. И тут ведь, знаете, вот, наверное, на последующие 7 лет будет очень важна такая новая составляющая для вас. Вы люди стабильные, вы люди надежные. Но тут не совсем про стабильность, про надежность, а тут про адаптацию. И вот то, что касалось адаптации вашей личной, теперь это будет касаться где-то финансов. Для кого-то из вас в эти 10 дней могут складываться именно по взаимоотношениям, взаимоотношения с конкретным человеком. Это могут быть как работа или партнерские отношения по бизнесу. Возможно, это сами по себе как компании, да. Тут у нас как будто венчание, да, состоялось. Ну, давайте переложим на нашу реальность. Для кого-то, правда, это будет личная жизнь. Но для кого-то это договоренности или совместное сотрудничество, от которого или для которого от вас потребуется тоже гибкость, но документы тут, правда, могут фигурировать, как будто вы должны с чем-то определиться, а свою жизнь, может быть, организовать с правильной ноги. И вот с 10 по 20 апреля вы важные выводы будете делать, заключать важные документы или искать важных партнеров, может быть, исследовать что-то или для себя наметите как новое образование, все же старший аркан. Но для кого-то, я не исключаю, это такой человек. Иногда это отец, иногда это супруг. Мои дорогие мужчины, это может быть карта, как свидетельство того, что на вас будет лежать большая ответственность. Для кого-то из вас будет желание как раз освободиться от этой ответственности, мои дорогие. Для кого-то из вас, если это была прежде история финансовая, такая со знаком минусом, может быть, этот минус касался очень длительного периода. Может быть, вы что-то сделали, совершили, создали, да, тут у кого как. Но в результате, ну, как бы удовлетворения от этого не было. Вот здесь, может быть, это тот как раз грустный опыт, который вам довелось пройти, но каким-то образом с 10 по 20 вам это будет напоминать. И ведь, видите, тут быстро что-то не перестроишь, не реорганизуешь. Вам дают с 10 по 20 как высшие силы возможность для себя что-то переиначить.
сфокусировать собственные достижения, но все равно в каком-то новом формате. Причем это не происходит очень быстро. Точно так же это может касаться даже, знаете, как отношения, пусть что-то вы сами уже не хотите продолжать, но тем не менее это что-то будет продолжено. Вот как, наверное, какое-то сотрудничество, мы от этого не уйдем, вы от этого не уйдете. Так это может касаться какого-то человека. Причем такие сложные эмоции могут быть, я должна сказать. Потому что пятерка пентаклей всегда, я говорю, как недостаток. Недостаток взаимопонимания и недостаток по финансам. Может быть, конкретная персона. Да, она имеет значение в вашей жизни, но вам-то что-то надоело. Вы будете стремиться от чего-то уйти. Но и будет ощущение, по крайней мере с 10 по 20, что вы этого осуществить быстро не можете. Вот такой знак судьбы. Вам как будто придется что-то продолжить. Король жезлов, может появиться конкретная персона или какое-то конкретное свидетельство о том, что вам нужно либо как-то поступить определенным образом, либо куда-то поехать, либо с кем-то договариваться. С другой стороны, вы будете точно так же понимать, я этому не очень могу доверять. Стоит ли мне за это браться? Ну вот знаете, наверное, браться все-таки стоит. Единственный момент, надейся сам на себя, телец. Потому что тут как будто вам что-то явно может помочь как идея. Или случайно услышанная новость, будьте тоже к этому внимательны. Или новый человек в вашей жизни. Или пусть какие-то новые даже обстоятельства. У кого-то это может быть связано с законом. Но переложить именно на свою стратегию и тактику. Потому что тут вам что-то придется осуществлять в одиночку. А что это такое для вас? Это очень сложный выбор, мои дорогие. Вот всегда вот в этой колоде такая карта, она особенная, двойка мечей. Мы ведь часто говорим, карта выбора, причем, ну, такого, который сопряжен с эмоциональным фоном очень сильным. Но, пожалуй, тут вот именно в этой колоде нам говорят, как, знаете, как два разных направления, как два разных сюжета вашей жизни. Как будто мы можем пойти направо и налево. Вот у вас такой выбор будет вторая половина апреля. Может быть, уже где-то эта ситуация достигает пика с 10 по 20. Хочется остановиться на этой карте. Представьте себя в роли вот этой женщины, да, нам показана монахиня, которая открывает двери на плач младенца. И что она видит? Вот крошку, понятно, она не оставит мерзнуть на холоде среди луж, снега. Она занесет дом. Но, а что она будет делать дальше? Вот у вас самое главное, что я буду делать дальше. Как будто есть уже какая-то победа. Есть, может быть, и конкретная персона, или какое-то предложение, или это сама по себе новость. Вот вы, как знаете, такое своего рода, это не тупик, нет, но вы можете так вот чувствовать. Кто знает, вот может быть, не случайно же нам именно монахиню изобразил художник. Может быть, она когда-то мечтала о дружной семье, о любящих людях, да, вот любящей паре. То есть имеется в виду, когда один другому, ну, как помогает, взаимодействует. Но явно, раз приняла монашеский постриг, жизнь пошла как-то не так. И вот теперь как будто ее судьбу определяет его величество случай. И ей возвращает какую-то возможность судьба, но она к этому внутренне не готова. Вот поэтому вам какой-то сложный вопрос, вот такой выбор придется делать. Будьте готовы к этому. Может быть, и не у всех, но я тут больше вижу, с учетом того, что у нас жезловые карты, что-то по работе, по вашим достижениям вам придется видоизменить. Карта мага. Ну, это для вас сейчас более чем ресурсный период, надо сказать. У мага все стихии в руках, тут нет ничего невозможного. Но, наверное, где-то два предыдущих уже знака говорили, а все неоднозначно. От чего-то мы не уйдем, да? Вот первый знак, он закончился вот именно этим. И два старших аркана уже говорят, к примеру, решение чье-то, не ваше. Решение, пусть которое касается документов, организации, меняются законы, или складывается так сюжет, что вы бы уже от этого отказались, а других вариантов нет. Вот эта гибкость, она может быть необходима для вас уже с 10 по 20. Вот такая прелюдия перемен. И гибкость, причем
У кого-то может проиграться и в вопросах взаимоотношений, но точно так же это касается работы. Вот вам и маг. Но все стихии в руках, стало быть, у вас более чем ресурсное время. Да, иногда я по этой карте говорю, что пусть не в этой колоде, но есть изображения в других колодах, когда в верхнем левом углу изображение Меркурия, да, а в правом верхнем углу Дева или Близнецы. Мы очень символично можем сказать, выпали карты, потому что Уран из вашего знака, из первого дома гороскопа, переходит теперь в знак Близнецы. Это у них, у близнецов, такое время. Но для вас Уран перемещается во второй дом. И вот именно финансы, работа, ваши достижения, ваша самодостаточность требуют вот таких вот гибкости, маневра. И хоть он великий практик, это не про магию ни разу, но адаптивность, приспосабливаемость какая-то, она от вас будет требоваться последующие 7 лет. То есть стабильность, она строится не от того, что мы что-то удерживаем, а от того, что мы сами готовы изменяться вместе со временем. Вот как-то так. Ладно, давайте мы с вами узнаем, что вас удивит. Или кто, может быть, вас удивит. Неожиданный какой-то контакт, мои дорогие. Да, тут, правда, карта праздника выпадает. Но это, посмотрите, всегда трое. Для кого-то это может проиграться как работа в команде. Для кого-то может проиграться контакт с человеком, точно, который вам необходим на длительный период времени. Или контакты, от которых вы не можете отказаться. Но что вас удивит? Что, ну, как-то вы могли об этом забыть. Или вот эта вот тройка кубков, когда вы по этой ситуации, либо вы в ней уже были, либо вы с данным человеком уже контактировали, и здесь какое-то вроде бы и не дежавю, но хорошо знакомое. Но почему-то это, когда либо человек находится на расстоянии, либо когда это ваш проект решается, может быть, через интернет, все-таки у нас карта звезда. Для кого-то из вас это партнеры будут. И тут тоже есть определенно недоверие, все-таки оно присутствует, точно. Но вообще дайте я достану еще одну карту. А что же за неожиданный контакт? Мне хочется знать, это человек или это, ну, как действо, может, организация. Вот тут конкретный человек, мои дорогие, король мечей. Ну, для кого-то может проиграться как человек или рожден под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. Это может быть задача, которая связана с документами, с высокими инстанциями. Иногда по этой карте идут люди в погонах. Погоны бывают разные, да? У кого-то и таможня, ну почему нет? А у кого-то это может быть как узкий специалист. Иногда это у нас врачи идут. Или когда вы дома делаете ремонт. И нужно пригласить специалиста, потому что, ну вот вы сами не профи именно в этой сфере, в этой области. А для кого-то из вас юристы, адвокаты, когда вам нужно что-то прояснить. Тут, наверное, будет у каждого по-своему. Это вы, скорее всего, будьте к этому готовы. Может быть, почувствуете потребность вот именно в этом узком специалисте или в этом человеке. И я не исключаю, что есть ваша все-таки заинтересованность. И есть то, что не устраивает. Вы просто будете действительно сами адаптивны, потому что карта Верховная Жрица – это тайны. Вы понимаете, что все тайны о конкретном человеке или все тайны о конкретном деле. Прямо сейчас вы не можете разгадать, получить все ответы, но вы будете пытаться это сделать. Но какие-то неожиданные моменты, вот назовем так, они как будто вам, ну, уже суждены. С чем это может быть связано? Я не исключаю, что это у кого-то будет новость, когда нужно какой-то документ переиграть, переиначить, куда-то поехать с учетом аркана звезда. Может быть и так и далеко. Кто-то будет готовиться в дорогу. Для кого-то из вас это может означать тот человек, который очень продуманный, и вы ему тоже не верите. Вы относились искренне, а с вами была какая-то игра, может быть и так. Вот Тельцу хочется закончить все вот эти какие-то пируэты,
словно перо это в серпентарии. В каком-то, так и хочется сказать, в предыдущий период, может быть, ваша жизнь напоминала. Надоело уже среди вот этих змей находиться. Хочется какой-то ясности. Но будьте готовы, что с 10 по 20 фишка в том, что в этом научиться плавать вам придется. Может быть, это какой-то достаточно продолжительный период времени. Давайте с вами узнаем, так как к чему это все идет. Но вы как будто останетесь довольны, мои дорогие. Может быть, вы прочувствуете вот эти энергии, как будто между, да? Пусть они вибрирующие. А вы прочувствуете свою силу. Получается так, что у вас, ну, как бы есть к этому ресурсы. Но вы понимаете, что если прежде удерживало, потом оно рушилось, к примеру, да, то это тоже не имеет большого значения. Лучше я буду гибко адаптироваться, перестраиваться, и так, глядишь, у меня больше получится. Вот я вот вижу в том, что идет-то ведь все равно к вашей радости. У вас, как вам пространство, возвращает какие-то возможности, которые нельзя никак упустить. Давайте узнаем, что скоро изменится в вашей жизни. Паж мечей. Новость какая-то у вас придет. Именно с этой новостью будут связаны финансовые поступления или определение вас по части финансов. Вам придется что-то, может быть, как себя перестраивать на новый лад по части именно денег, осваивать новые технологии. Кому-то придется, возможно, пажи это вестники, но это еще и одновременно как ученики. И я должна сказать, как новое вложение денег, новая стратегия по части распределения ресурсов финансовых. У кого-то могут заинтересовать криптовалюты, кого-то может просто какой-то сервис, да, взаиморасчетов заинтересовать, или к этому есть необходимость. Вот вы смотрите, если спросили, что меняется, да, тут именно из-за финансов будут перемены, но это не что-то стремительное, и все же может быть через обучение, или когда вам придется отказаться от своих каких-то догм, все-таки 4 мечей, но и не подзастрять тоже. Мы приводим мысли в порядок. У кого-то будет банально, к чему все идет. Кто-то жилище, может быть, приводит в порядок. Обращаетесь к специалисту, пытаетесь для себя или спрогнозировать место вашего пребывания, проживания на последующий период. У кого-то возможного переезда. И, может быть, той деятельности, которую вы готовы осуществить сейчас. И к чему вы уже на последующий период будете готовиться. Это, видимо, тоже неизбежно, потому что иногда аркан звезда – это как период лет на 10. Вот вам и Уран, пожалуйста. Вы пытаетесь тут хоть немножечко просчитать, что-то стабилизировать. Ну так и что же изменится? Ну, наверное, с 10 по 20 быстро что-то не изменится, мои дорогие тельцы. Это факт. 15-й старший аркан. Всегда это некоторая зависимость. Всегда это вам может и не нравиться. Или вот этот сложный вывод, или выбор какой-то, когда, ну вот прямо сию секунду, 10 дней не такой большой срок, мы все-таки изменить что-то, переломить как ситуацию в кардинально другую плоскость. Нет, у нас не получается. Иногда карта с учетом девятки кубков, все-таки это карта финансового благополучия, и 15-й аркан, он всегда проигрывается, как и любая карта. Есть и плюсы, есть и минусы. Вот в плюсах это, например, получение крупной суммы денег. Для кого-то проиграется. Как что скоро изменится. Финансовое, мы уже где-то говорили. Ваше состояние меняется, но тут ведь надо что-то обдумать. Тут нужно как-то правильно распределить. Или на последующее, откуда к вам будут приходить деньги. Кроме этого, 15-й аркан вам дает физическую активность, силу, выносливость. Вот эту силу у вас будет достаточно. Но есть ведь и игра. Не оказаться в застенках собственных предубеждений. Или не дать себя уговорить на какую-то, ну, заведомо неправильную траекторию. Ну вот будьте внимательны. Давайте узнаем, что же там вас ждет в личной жизни, что будет дальше по части личной жизни. Ну, прекрасно. А вот интересно, рядом карта мага. У кого-то, правда, сложная история в взаимоотношениях. И, может быть, во взаимоотношениях как раз много каких-то вопросов или вопросов больше, чем ответов. И они могут быть увязаны
и с финансовой историей, и с домом, и с составлением документов, два старших аркана. Но я тут вижу явно продолжение. Но вообще это ваша личность, мои дорогие тельцы. И для вас, мои дорогие девочки, неважно какого возраста, все девочки, здесь могут быть отношения, когда к вам кто-то испытывает интерес. К вам кто-то испытывает, может быть, даже, ну, как притяжение такое, да? И для кого-то из людей желание, особенно если вы один или одна, ну, одна тут в данном случае, хотя у кого-то все равно пара или мужчин может проиграться. Это та история взаимоотношений, от которой невозможно отказаться. Поэтому какой-то человек, он был, и какой-то период, может быть, в вашей жизни, и он еще пробудет. Но ведь это карта критического мышления, поэтому вот все то, что я говорила, вот что-то такое непонятное, вроде и отказаться никак не могу, потому что нахожусь как в рамках каких-то противоречий или еще неопределенностей. Но так вот, если по душе, по совести, самому себе откровенно или самой себе сказать, то меня это мало радует. Ну вот как-то так. Здесь именно идет тот человек, которому вы, может быть, не доверяете, или информация, карта информационного хаоса. От чего-то телец уже устал. Как будто я 1000 раз все это слышал, но тем не менее, вот смотрите, именно по той истории, которая вас замучила, хочется сказать, у кого-то так проиграется, или по истории отношений подобных, да, когда вроде все знакомо, но уже хочется обо всем забыть. Вот в этом вы получите какую-то информацию, когда вам придется действовать. И у кого-то это будет касаться напрямую именно чувств. Неважно, кто смотрит, мужчина или девочки. Но есть все-таки, так у вас выпало аркан сила и аркан мага. Маг это у нас всегда мужская более энергия, сила мы знаем это более женская энергия. Но сила будет все-таки больше у девочек. Может быть, информация будет исходить от вас, мои дорогие мужчины. Я не утверждаю, но я это допускаю. Ладно, что же там дальше? Что вас ждет по части финансов? Туз мечей. А вот и правда тут могут быть, как и деньги, своего рода выход из лабиринта. Точно у вас заканчивается какая-то грустная история. И ваша задача как себя перестроить, так и финансы переложить. Ух ты как! А ведь и вправду для кого-то может означать поступление денег, причем больше суммы. Может быть, это какие-то выплаты. Или это вы, если у вас свой бизнес, заработки тут тоже идут в гору, да? Или вы надумаете строить карьеру, мои дорогие тельцы, или как-то так сложатся обстоятельства. Да, пусть энергия во многом вибрирующая. Пусть вы сами понимаете, что есть какой-то пункт, но пока не могу отказаться, хотя мне это не вполне нравится или не совсем я могу согласиться, а как будто высшие силы для вас именно по финансам имеют свой план на вас. Или то, что прописано как вашей судьбой, все же два старших аркана. Нам о чем говорят? Выход из лабиринта. Он уже прописан в небесных скрижалях. Но вам еще придется пройти тот путь, который предназначен судьбой. Что-то вы не измените. И это не совсем с 10 по 20, а это на более продолжительный срок. Поэтому где-то приготовьтесь, мои дорогие, пересмотреть и стратегию, и тактику, свои предпочтения. Тут ведь не оглядывайся назад, нам говорят. Более того, аркан колесницы – это карта успеха, это карта драйва. У кого-то это может проиграться по финансам, кстати, по автомобилю, я такое допускаю. Ну, редко все-таки старший аркан, но кто-то из вас может почувствовать, как эти энергии. Мне по финансам нужно куда-то отправиться, или мне по финансам нужно куда-то переехать. Мне вот как сложится какая-то обстановка вокруг вас или обстоятельства, когда вы будете понимать, что вот именно теперь мне нужно рассматривать какие-то альтернативные варианты. По финансам явно тут тоже будет выбор, и он может касаться именно каким образом, откуда к вам приходят деньги. И может быть этот переезд или какая-то мобильность, скажем так, для вас будут совершенно необходимы, потому что поехать куда-то увидите своими глазами. Ну, например, если это входит в ваши планы. Может быть, это как релокация офиса или какого-то филиала, или
перенос вашего бизнеса, да, ну вот или какая-то еще реструктуризация ваших дел, как и финансовых, так и связанных с работой, и одновременно с перемещением. Это колода ведьмочек, словно ведьмочка выехала уже на какую-то плату, да, и вот теперь она туда или сюда. Она, вот конкретно карта нам шуткой, но где-то дает подсказку, что не уйдешь ты, телец, от этого выбора. Ваши достижения, важные встречи, контакты, документы. Ого! А вот вам к императору и императрица. А ведь и правда у кого-то история взаимоотношений. И одновременно финансов, дома, работы. Все как переплетется где-то во второй половине апреля. Опять же старший аркан. Вы сейчас более чем ресурсны. Но подумать, вы ресурсны как и на планы, на новое. Но, видимо, более такое вдумчивое отношение потребуется и к деньгам, кому вы будете помогать. Кому-то вы, возможно, будете говорить «нет». Или от некоторых трат неизбежно вы будете уходить, что-то пересматривать, мы уже об этом говорили. Потому что как будто самим не хочется попасть в какую-то зависимость. Хотя апрель, мои дорогие тельцы, хочется сказать, явно есть повод для радости, причем по всем статьям или по всем сферам жизни. Конечно, мы все разные, но, наверное, обилие старших арканов, и пусть даже неоднозначный такой наш расклад начался с 10 по 20, тут не совсем короткий период, тут что-то стремится проясниться, определиться. Но пока еще вот с 10 по 20 это именно прелюдия перемен. Но четкости пока еще нет. И поэтому, но все равно мы должны слушать свою, безусловно, интуицию. Ведь две карты выпали, неважно, кто смотрит. Потому что сейчас, как закладывается ваше будущее, возможно, лет на 10, а то и 20. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии и доброту. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации на сайте, а все ссылки я оставлю в описании под видео. И я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.